Демографические ямы в современной истории страны порождены страшными испытаниями России в XX веке. Особенно дорогой ценой далась победа в последних войнах. В бой уходили они, мужчины, и те мальчики, которые только собирались стать мужчинами, уходили в бой и редко возвращались, хотя их так просили об этом, как у поэта-фронтовика Булата Акуджавы: «Ах, война, что ты сделала, подлая? Стали тихими наши дворы, наши мальчики головы подняли, повзрослели они до поры, на пороге едва помаячили и ушли за солдатом солдат. До свидания, мальчики, мальчики, постарайтесь вернуться назад, нет, не прячьтесь вы, будьте высокими, не жалейте ни пуль, ни гранаты, себя не щадите, но все-таки постарайтесь вернуться назад». В русской литературе постоянное ожидание возвращения, ожидание, что он, мужчина, вернется, но не только в прямом смысле с войны или с другой мужской работы, но и в переносном, вернется к своей истинной сути сбережения жизни, в повседневной ответственности за страну, женщину, семью. Поэт-фронтовик Михаил Львов пишет: «Чтоб стать мужчиной, мало им родиться, чтоб стать железом, мало быть рудой, ты должен переплавиться, разбиться и как руда пожертвовать собой. Какие бури душу захлестнули, но ты солдат, и все сумей принять от поцелуя женского до пули, и научись в бою не отступать». И здесь Михаил Львов незаметно для себя, член КПСС 1945 года, приближает суть мужчины к пределу Христа, пожертвовавшего собой во имя спасения всех и победившего смерть. Смерть, где жало твое. Готовность к смерти тоже ведь оружие. И ты его однажды примени. Мужчины умирают, если нужно, и потому живут в веках они. Героям поэтов-фронтовиков в какой-то степени повезло. Их высоты были высотами предельной ясности в коде совести. И, умирая в атаках на поименованные и безымянные высоты, они восходили на высоты бессмертия. Комбату приказали в этот день взять в высоту и к сопкам пристреляться. Он может умереть на высоте, но раньше должен на нее подняться, и высота была взята. И знают уцелевшие солдаты, у каждого есть в жизни высота, которую он должен взять когда-то, а если по дороге мы умрем, своей смертью разрывая доты, то пусть нас похоронят на высотах, которые мы все-таки берем. Но как это ни парадоксально, в сравнении с героями поэтов-фронтовиков Семена Гудзенко, Михаила Дудина, Николая Старшинова, Юлии Друниной, Давида Самойлова, Мусы Джалиля, Арсения Тарковского и многих-многих других, в сравнении с героями их произведений, которых само провидение призвало к высотам истинного мужества, стать настоящим мужчиной в структурах повседневной, грехом и смертью пораженной бытовой ситуации не так просто, так как предполагает повседневный подвиг любви и веры как главных бытовых категорий сбережения Родины. Здесь подвиг повседневного мужества совести,
как в стихах Василия Федорова «Совесть», напоминающих покаянную исповедь вины перед матерью. Моя мама идет приласкать, поругать, побранить, прошуметь надо мной вековыми лесами. Только мама не может уже говорить. Мама что-то кричит мне большими глазами. Значит, делаю что-то не так. Значит, что-то со мною неладно. Горько мне от того, что еще никого на земле я не сделал счастливее. Никого, ни тебя и не ту, что мне стала женою. Никого. А ведь сердце веселое миру я нес, и душой не кривил, и ходил только прямо. Ну, а если я мир не избавил от слез, не избавил родных, то зачем же я, мама? Какой приступ совести, покаянной души, которая хоть и не кривила, открывает себе причину боли, приближаясь к христианской тайне любви. В том же самом стихотворении с его явным уравнением «мама», «жена», «родина», «любимая» поэт пишет: «Не избавил от слез никого, ни тебя, за большую твою доброту и тех, что любил я любовью земною». Для сбережения матери мужчина должен довериться не только любви земной, но обрести ту силу, каковую в здешнем грешном бытии только и удерживается все еще единство и единственность России. Это любовь к Богу. Через причащение этой силы все возможно. Именно она живит то, что означено всеми известными словами, как в стихотворении поэта-фронтовика Вадима Шефнера: «Есть слова, словно раны, слова, словно суд, с ними в плен не сдаются и в плен не берут. Словом можно убить, словом можно спасти, словом можно полки за собой повести, словом можно продать и предать и купить, словом можно в разящий свинец перелить. Но слова всем словам в языке у нас и есть. Слава, Родина, верность, свобода и честь. Кто их часто твердит, я не верю тому. Позабудет о них он в огне и дыму, он не вспомнит о них на горящем мосту. Их забудет иной на высоком посту. Тот, кто хочет нажиться на гордых словах, оскорбляет героев бесчисленных прах, тех, кто в темных лесах и в траншеях сырых, не твердя этих слов, умирали за них. Пусть разменной монетой не служат они, золотым эталоном их в сердце храни. Сердце, согласно христианству, кодировано кодом вселенского единства. Но только любовь к Богу предотвращает то, чтобы эта вселенская энергия не превратилась во мне, выбивающую и всепожирающую энергию черной дыры во внутреннем эгоизме. Код сердца – это то, что Церковь именует соборностью, то есть все собирания мира в моей любящей ответственности за него. Поэты-фронтовики сердцем почувствовали это, отразив истинную суть подвига не только на войне, но и в трудном испытании мирной повседневности. Любовь к Родине – повседневный долг, побуждающий меня все время переступать опасные границы моего «я» в стремлении стать частью нашего общего соборного «мы», как в стихах погибшего в 1942 году на фронте поэта Николая Майорова. «Есть в голосе моем звучание металла. Я в жизнь вошел тяжелым и прямым. Не все умрет, не все войдет в каталог, но только пусть под именем моим потомок различит
в архивном хламе кусок горячей, верной нам земли, где мы прошли с обугленными ртами и мужество, как знамя, пронесли. Мир, как окно, для воздуха распахнут. Он нами пройден до конца, и хорошо, что руки наши пахнут угрюмой песней верного свинца, и как бы не давили память годы, нас не забудут потому вовек, что всей планете, делая погоду, мы вплоть одели слово «человек».